Всем привет! Сегодня с вами будем делать подставку такую геометрическую с использованием репсового плетения. И нам потребуется 10 отрезков по 200 сантиметров. Я использую хлопковый шпагат одного цвета. Крепим все 10 отрезков и сначала делим по 5. Будем производить такое плетение линиями, которая создаст нам такой треугольничек, который будет краешком нашей салфеточки в одну и в другую сторону. Смотрите обязательно на видео. Мы не каждый отрезок как бы наматываем, точнее делаем репсовым плетением, а вот из двух мы всегда берем один, кладем его как ведущей нитью, а вторым проходим по диагонали. И так проходим всеми 5. У нас должно именно 5 полосочек получиться в одну сторону, и потом посмотреть в другую сторону. Тоже так же будем начинать, чтобы зеркально получалось. Ну вот, одна сторона сделана, и сейчас зеркально нам нужно проделать плетение в другую сторону теми же 5 отрезками, которые у нас остались.
Когда у нас уже сплелись два треугольничка, посмотрите, я здесь решила в серединку добавить другой цвет. У меня это не окрашенный, также отрезок 2 метра. Его можно не добавлять, не обязательно. То есть, если вы не хотите, чтобы у вас были две полосочки, которые в бок расходятся другого цвета, то лучше не добавляйте и плетите сразу как бы тем же цветом, продолжайте это делать. Но если вы хотите добавить, мне кажется, что это придаст больше интереса данной салфеточке. Так что давайте лучше его добавим и продолжим плести репсовое плетение. Но здесь будем создавать такие галочки уже. То есть в одну сторону нужно проплести, в другую, в одну, в другую. И вот эти вот диагонали, как бы как елочка, как галочка, можно так сказать, пойдут у нас до самого угла, до самого низа вот боковых плетений.
Теперь, когда у нас создалось основное плетение, нужно завершить его. И смотрите, мы будем создавать диагональные тоже плетения вниз. Сейчас проделываем один уголок, и нам здесь потребуется создать уголок. Сначала мы доходим до середины отрезков, вот 4-й отрезок, где мы проделаем 4 раза плетение репсовым узлом, а потом пойдем на уменьшение. То есть сначала мы один отрезок наматываем, потом 2, 3, доходим до 4 и потом идем на уменьшение, потому что нам нужно создать угол. Если мы не остановимся, то у нас не получится этого уголка. Я надеюсь, что вы понимаете. И еще также я забыла сказать, что кто не знаком с репсовым плетением, в этом мастер-классе я не супер подробно объясняю, как это плетется. Если вы хотите узнать, как плетется этот узел, научиться, то заходите на занятие 2 онлайн-курса по узлам, и там можно научиться, потому как это уже такой средний уровень, я бы сказала. Вот сейчас смотрите, я не довожу полностью до конца плетения, но у меня здесь возникали ошибки в некотором случае. Я распускала последний узелок, вот вы сейчас увидите, видите, я слишком далеко увела, и поэтому здесь распускаю. В следующий раз мне только две нити я буду использовать для плетения, и в последний раз по одному. Доделали с левой стороны, теперь переходим к правой стороне, все точно так же повторяя. Теперь снимаем с нашей палочки крепление и разрезаем, чтобы у нас получились отрезки свободные. С другой стороны тоже нужно будет подровнять, и я с помощью потом чесалки для животных, если вам нужна ссылка, то под видео тоже посмотрите, на Алиэкспрессе я ее заказала. Я делаю бахрому, либо можно это сделать какой-либо расческой, которая имеет тоненькие вот эти вот штучки, забыла, как они называются. Вот. Можно сложить вот так вот и одного размера. Можно по линейке все высчитать. И видите, я у белой не стала разрезать, потому что это можно использовать как вешалку, да, эту подставку, например. Если у вас на кухне есть какие-либо крючки, то вы можете ее как вешалку использовать, и она пригодится в таком случае. Мне показалось, что это очень интересная такая идея. А так, наша подставка готова. Надеюсь, что вам понравился мастер-класс. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Встретимся в новых видео. Пока-пока.